Здравствуйте, Девы! Сегодняшний второй прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 18 по 24 мая. Давайте посмотрим, что вас ожидает. Какие вам карты сегодня выпадут и что же интересного произойдет у вас в этот отрезок времени. Напомню, что этот расклад я делаю по дням недели. То есть с понедельника по воскресенье достаю на каждый день недели по одной карте. И мы смотрим, какие карты у вас выпадут, в каких комбинациях это произойдет. И, соответственно, будем делать выводы из этих комбинаций карт. Давайте посмотрим, Девы, что же получится у вас на неделе с 18 по 24 мая. Какие карты у вас будут. Итак, Девы, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Очень много пентаклей. Очень вы можете обеспокоены быть какими-то, не обеспокоены, но заняты вопросами денег, финансов для вас. Давайте посмотрим. Рыцарь мечей, первая карта у вас такая решительная, порывистая, смелая, выпадает вместе с тузом жезлов. То есть вы здесь готовы действовать решительно, смело, напористо, решать какие-то вопросы и по рыцарю мечей проявлять упрямство в чем-то, храбрость, если это необходимо, даже где-то гнев. Да, злость, если что-то не получается, потому что вы хотите перемен, вы хотите каких-то возможностей, которые можете реализовать. Направляйте на это все свои силы, все свои усилия. Вот как у нее горит здесь огонь, да, горите какой-то идеей. Вот даже глаза у нее закрыты, но у нее в мыслях какое-то стремительное желание получить то, о чем она думает. Вы вот огнем и мечом пытаетесь достичь своей цели. На самом деле хорошие карты. Да, может быть общение с воздушным знаком, это весы, близнецы или водолеи для вас, и здесь какие-то перемены или возможности, связанные с таким человеком. Или в целом, знаете, как какое-то новое начинание для вас. Туз — это начало, в которое вы решительно врываетесь. Вот понедельник у вас вот такое начало недели, и вы решительно в него врываетесь, в это начало недели. Дальше идет карта семерка пентаклей. Какое-то ожидание результата, но оттянутое, отсроченное получение его. Может быть, вы здесь ожидаете каких-то выплат, их нет. Зарплату, которую нужно подождать. Может быть, вы ожидаете здесь какое-то письмо или какое-то сообщение или какую-то новость, да, соответственно, ее ждете. То есть вы ждете чего-то. Это как ожидание. Я хочу получить, но сейчас не могу, нужно еще подождать. И вам нужно проявить терпеливость, выносливость в том, чтобы получить это со временем. То есть здесь вот человек, который ждет. Он уже приложил много усилий, он уже много сделал, но ему нужно подождать. И здесь она тоже, по сути, на этой карте ждет. Она смотрит вдаль, она планирует, она думает: так, я уже вот это сделала, да, что у нее в руках. Есть еще какая-то возможность, но нужно еще приложить усилия или потратить время, вложить свои ресурсы. Смогу ли я это сделать? И нужно ли мне это делать? Или это уже максимальный результат, который я получаю? То есть здесь вот может быть даже какой-то как выбор. Дальше ждать результата, возлагать надежды на то, что вы уже делали, во что вы вложились, или нет, или не нужно уже вкладываться в это, оставить и брать другую возможность. То есть вы интересуетесь этим, вы думаете об этом. Дальше следующая карта у вас восьмерка пентаклей. Человек решил, что нужно работать, что-то делать, выполнять какую-то задачу рабочую, которая приносит ему доход, финансы. То есть вы здесь можете элементарно выполнять какую-то работу, которая приносит вам деньги. И, скорее всего, очень плодотворно, потому что есть императрица, есть карта знака Телец. И да, она может показывать общение с человеком знака Телец. Она может показывать какую-то совместную работу даже с таким человеком. Но в целом императрица — это рост, развитие, это рождение идеи, это возможность приумножать свои доходы тоже, то есть приумножать свое богатство, расти, развиваться. И вместе с императрицей действительно здесь вы можете какие-то такие вещи делать, да, касаемо своей работы. То есть карта очень-очень хорошая.
касательно роста и успешной работы. Дальше у вас есть шестерка пентаклей. Это помощь, взаимная помощь, помощь советом, помощь делом, помощь деньгами. Может быть, вы получаете от кого-то помощь или наставление какое-то, участие, в конце концов, там в ваш адрес кто-то проявляет внимание. Вместе с тройкой пентаклей тоже совместная работа, совместная там занятость. Может быть, вы с детьми своими что-то делаете совместно, или там с мужем, женой там какое-то совместное там дело у вас касательно дома вашего, или там помогаете своим родителям, или помогаете детям, получаете от них помощь в конце концов. Да и к коллегам это имеет отношение, потому что тройка пентаклей, она в целом о совместной работе. Тройка — это 3 и более, это несколько людей, которые скооперировались и вместе что-то делают. И один, делая что-то для другого, получает от этого какую-то выгоду, даже эмоциональную, моральную, но это выгоду, то есть какой-то вот такой взаимный обмен здесь есть. А может быть, вы что-то дарите кому-то из своих родственников тоже. Ну вот этот обмен, он здесь присутствует. Может быть, вы получаете зарплату за то, что вы работаете, тоже как вариант, это тоже может здесь быть. То есть что-то вы получаете за совместную работу или за какие-то вот совместные там вещи, которые вы делаете. Дальше карта мага, и карта мага, она про амбиции, которые вам хочется реализовывать. Это тоже начало. Маг — это первая карта в старших арканах, и здесь она с пажом жезлов, которая метает жезл, то есть такая целеустремленность, напористость, прям конец рабочей недели, но у вас вот много этого задора, огня, который присутствует с пажом жезлов, когда у вас много вот этого энтузиазма, азарта, смелости, и с магом вы очень энергичны будете в том, что вы делаете. Карта мага, она многозадачная, то есть вы управляетесь как будто с разными стихиями. Вы можете и какие-то вопросы материальные решать, то есть рабочие, да, жезлы или пентакли, зарабатывать деньги. Карта кубки показывает, то есть и в общении успеваете там с близкими или с любимыми, то есть вам хватает энергии на все эти вот сферы жизни, и вы полны энергии, энтузиазма. Дальше королева кубков. Водная стихия, может быть общение с водным знаком, раки, рыбы или скорпионы могут к этому иметь отношение, но также и шестерка и жезлов, когда вы чувствуете себя в центре внимания, вы чувствуете себя любимыми, есть королева кубков, вы чувствуете, что вы как будто бы в чем-то успешны, и вам этот успех дарует радость. Шестерка жезлов показывает здесь, что вы чувствуете себя здесь лидером, что вы смогли что-то успешно сделать, совершить, что вы в центре внимания, что вы вот на вот этом вот чувстве триумфа держитесь. И с королевой кубков может быть какая-то встреча позитивная, здесь какая-то романтическая встреча или какая-то встреча с друзьями, которая вам очень приятна, вас радует, дарит много эмоций. И дальше есть четверка пентаклей, карта, может быть, такой бережливости, где-то скуповатости, нежелания тратить лишние деньги. Если нужно что-то купить или купить какой-то подарок, может быть, или где-то потратиться. Также здесь, если вы что-то получаете, то вы вряд ли захотите этим сильно делиться, но тут же еще четверка кубков есть. По четверке кубков, когда она показывает, да, четверка кубков, она показывает какую-то возможность, которая может вам даваться в этот период времени, но вам как будто бы не хочется ее принимать, или лень, или вы думаете, может быть, это не для меня, может быть, неподходящее время для этого, то есть какое-то чувство апатии, может быть, просто желание отдыхать в воскресенье, не заниматься какими-то такими делами у вас, или какие-то предложения не хотите здесь принимать, которые вам поступают. И вот по четверке пентаклей вы можете здесь отказаться от какой-то новой возможности и довольствоваться тем, что у вас есть. То есть дорожить тем, что у вас есть сейчас, как будто бы не хотеть куда-то пойти, допустим, на какую-нибудь условно там вечеринку, потому что не хочу тратиться. Да, посижу дома, вот условно так. То есть не буду тратиться, не буду тратить свои эмоции, там, свое время, да, посижу дома, потому что не хочу, да, вот в таком состоянии какой-то апатии, желания отдыхать, вы можете находиться в какой-то замкнутости в этом отношении. Да, в этот день. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для дев мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого!